Хотите попробовать настоящий нежный натуральный творог, как в детстве у бабушки? Без консервантов, только чистый вкус и максимальная польза. Всего 2 ингредиента, минимум усилий, и у вас дома будет свежий творог, который не сравнится с магазинным. Попробуйте приготовить сами, это проще, чем кажется. Делюсь проверенным рецептом. Для начала нужно вскипятить домашнее молоко. Устали, что молоко постоянно убегает и пригорает? Есть простой способ этого избежать. Смотрите видео, ссылка в описании, и больше никаких проблем на кухне. Остудите молоко примерно до 50 градусов. Если у вас нет градусника, опустите чистый палец в молоко примерно на 5 секунд. Если терпимо горячо, но не обжигает, температура примерно 50 градусов. Если палец невозможно держать, значит выше 55. Добавляем сметану. Из расчета 1 столовая ложка на пол-литра молока. Чтобы закваска хорошо перемешалась с молоком, перемешайте небольшое количество молока со сметаной и затем введите всю массу в молоко. У меня 3 литра молока, поэтому я добавила 6 столовых ложек сметаны. Затем нагреваем духовку в течение 15 минут до 50 градусов и отключаем ее. В отключенную духовку ставим молоко и оставляем на 6-8 часов, а лучше на ночь. Посмотрите, какая красивая структура заквашенного молока у нас получилась. У каждого народа свой способ приготовления и консистенция, но основа одна – заквашенное молоко. В Грузии и Армении оно называется мацони, джургут в Таджикистане, простокваша в России и Украине, кефир в России, Украине, Казахстане и Кавказе. Готовится проще, чем кажется. Всего 2 ингредиента, и у вас дома будет свежий, натуральный йогурт без лишних добавок. А чтобы дальше приготовить творог, перелейте простоквашу в кастрюлю и поставьте на огонь. Помешивайте лопаткой. Подогревайте до температуры 70-75 градусов, но не кипятите. Когда начнут появляться хлопья творога и появится плотный сгусток, снимите с огня. Если у вас нет градусника, осторожно опустите чистый палец в молоко буквально на мгновение. При 70 градусах это уже невозможно сделать без сильного ощущения жжения. При 70 градусах Цельсия на поверхности молока начинают появляться мелкие пузырьки по краям, но кипения еще нет. Остудите смесь до комнатной температуры, чтобы творог созрел. Вот такая плотная остывшая масса получилась. Затем аккуратно откиньте массу на дуршлаг, застеленный марлей. Дайте стечь сыворотки примерно около часа. Из 3 литров домашнего молока у нас получилось около килограмма творога. Приготовленный таким образом творог не перекисает. Приятного аппетита! Будьте здоровы! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и делитесь своими комментариями.